Приветствую гостей канала и постоянных моих зрителей. Это канал «Рецепт вкусной жизни». Меня зовут Настя Лосева. Сегодня вас ждет влоговое видео. Я хочу вам рассказать о том, какая была у нас неделя. Была она вся в заготовках. Поделюсь с вами рецептом, как я готовлю кукурузу, как я пеку домашний хлеб. Но, конечно, на выходных мы едем отдыхать на море. И я немножечко покажу вам красоты нашего японского моря. Поселок Авангард, бухта Прибойная. Оставайтесь со мной. Все видео на каналах, все с заготовками. Я вчера так назаготавливалась, у меня аж соль кончилась, представляете? Пустая солонка. Нужно ее помыть и заправить. И в магазин вчера съездила и забыла про соль, что она мне нужна. А я здесь варю огурцы, очередную партию из всяких крючков и переростков. Ну, я огурцы режу, быстренько расскажу, хотя у меня есть на кулинарном канале этот рецепт, я оставлю вам ссылочку. Режу очень тонко огурчики, я здесь сняла у них шкуру, потому что она была жесткая такая, видите, они уже с семенами у меня. Ну вот на эту заправку, закуску, как Макдональдс огурчики получаются. У меня дети их любят, потому что я там бургеры, котлетки делаю с ними. Очень вкусно. Режете, потом просто солите. Они у меня целые, получается, почти сутки. Вчера вечером у меня уже не было сил после уборки их сделать. Я их оставила в холодильнике, чтобы они не закисли. Они просаливаются. Потом вы, естественно, у них образуется очень много жидкости. Жидкость эту сливаете. Немножко отжимаю огурчики. То есть они уже соленые. И соль мы сюда не кладем. Сюда нам нужно положить стакан меда. Ну, у меня приблизительно здесь 2-литровая банка огурцов. Если их переложить в банку порезанных, я сюда кладу стакан меда. Долго мы их варить не будем, поэтому не переживайте, с медом ничего плохого не будет. Если у вас вдруг нет меда, положите просто сахар. Ничего страшного с этого не будет. Дальше мы сюда должны с вами положить семя горчицы. Я вам оставлю ссылку на рецепт, как я сказала, там есть все пропорции. Я сейчас уже кладу, по остаточному явлению, больше делать не буду. Все, что у меня осталось. И куркума. А еще острый перчик нам нужно порезать сюда. Пару столовых ложек куркумы. И острый перец. Я беру прям ножнички, вот так вот, и строгаю. Можно сюда еще лук. Я иногда кладу кольцами, тоже режу. Но в этот раз не хочу. Я в этом году сделала без лука. Перчик прям с семенами. Чеснок сюда не кладется. Соответственно, огурчики получаются такие сладко-пряные, с небольшой остринкой. Ну, остринку регулируйте сами, насколько вы любите острое. Любите сильно острое, кладите побольше. Естественно, этот перчик остренький, потом тоже можно также кушать. Все, сейчас перемешиваю. Огурчики изменят свой цвет, вы увидите. И можно их выключать. В принципе, они уже готовы. Так. То есть варим не больше 5 минут. Как только прогреются все. Дальше можно разливать по банкам и закатывать. Я сегодня выложу вот в такое пластиковое ведро. И пусть они у меня квасятся. А потом еще раз прогрею и закатаю. Ну или будем с этой банки есть. Надо, чтобы они хотя бы недельку постояли, пропитались вот этими всеми специями. Огурцы. Тогда они еще немножко заквасятся, как бы, и будут наиболее вкусными.
Вот сейчас я их перемешала. Видите, все равно жидкость выделяется из них еще. И как только они еще закипят, поменяют цвет, сейчас покажу. И сразу же их уберу. Тут у меня был компот. Съели целую кастрюлю компота. Варила с наших домашних яблок и добавила еще изюм, который мы с Казахстана привезли, залежался. Вкусно как. Между прочим, очень вкусный изюм. Я и яблоки тоже ем. Еще хотела показать, смотрите, вот сироп. У меня был прямой эфир на канале. Я показывала, как я вот этот сироп ставила. Это из жимолости замороженной, которую я собираю. И вот видите, сироп, вот полбанки сиропа отщелкнулось. Уже нужно его сливать. Прошло 2 дня буквально. Можете посмотреть в прямых трансляциях. Я там показывала, в прямом эфире делала заготовки баклажановой кабачковой икры. Показывала разные сорта томатов. У меня прям корзину мы только привезли большую. И как раз показывала, как я вот этот вот ставила сироп. Приготовила я огурчики. Вот такого они цвета получаются. В конце кладу вот на 2-литровую. Вообще нужно положить, налить стакан яблочного уксуса. У меня яблочный уксус, к сожалению, закончился. Я сюда столовую ложку уксусной эссенции 70% налила. Сейчас покажу вам, как я кукурузу делаю. Очень вкусно запекаю со сливочным маслом под грилем. Ее можно так на гриле, на мангале делать. Но так как у нас погода вообще просто ужасная, все льет с неба, не переставая, то я делаю в духовке под грилем. Я сейчас покажу. А тем временем, пока у меня варились огурчики, все там делала, я почистила лук-порей. Вот так я его очищаю, убираю корни все грязные. Это чтобы, кто не знает и не следит за моим каналом, чтобы не сказали, что это у меня покупной израильский или китайский лук-порей. У нас такой продают в магазинах. Так вот, убираю зеленые части вот до такого веера. Кстати, если у вас есть желание, вот эту зеленую часть можно посушить в сушке и потом перемолоть и сделать с солью. Очень вкусная приправа получается. Я убираю корешки, хорошо промываю. Вот они все корни, сейчас я их выброшу. Дальше, вот если бы этот лук-порей я заготавливала на зиму, не сушила, хранила, заготавливала для хранения, я бы его сейчас разложила на какой-то решетке, так, чтобы он полностью просох. Видите, вот мокрые части. Прям кладу куда-нибудь в какое-нибудь место, чтобы все, должно быть все сухое. Салфеткой еще промокаю. Вытряхиваю вот из этих частей всю воду. Значит, когда он высыхает, я его складываю по 2-3 стебля. То есть, если тоненькие, то 3. Ну, например, когда я буду делать пирог, киш-лорен делаю, ну, пироги пеку, обязательно тоже покажу. Либо там еще для чего-то, для салата я его употребляю, использую. Значит, столько, сколько мне надо, чтобы постоянно... То есть, если вы в одну массу все свернете или в большой пакет положите, вам придется постоянно открывать туда-сюда. Это нехорошо. Когда вы складываете и не открываете долгое время зелень, либо вот овощи, у них внутри складывается такая, знаете, атмосфера, которая, ну, как бы бактерии, уравнивается воздух, все прочее. И они хранятся дольше, когда вы не запускаете туда свежий воздух. Поэтому я сворачиваю, вот, например, вот таких 3 тоненьких, да, вот таких можно 2. Потом беру сразу, вот одну израсходовала, вторая у меня в холодильнике пару дней лежит, просто так. А остальные все завернуты. И кладу, самое главное, в самую холодную зону холодильника. В один из годов у меня была целая большая грядка, мы накопали прям тележку этого, я на даче все переработала, все очистила вот от этих вот грязных вещей. И у меня лук таким образом до февраля хранился. Дело в том, что лук-порей прекрасно хранится, и с хранением он становится только, то есть он не теряет своих свойств, а становится только полезным. Лук-порей прекрасно сохраняет в себе витамин С, поэтому вот я его люблю даже больше, чем обычный лук репчатый. Сейчас покажу, что я делаю с кукурузой. Я ее
почистила тоже, помыла. У меня на канале, на основном моем влоговом канале, есть рецепт приготовления ароматного сливочного масла. Сливочное масло, которое вы можете приготовить с любыми травами. Я, вот это в частности, кусочек масла, он такой уже не презентабельный, потому что я много раз делала как раз вот такую кукурузу. И дети просят ее постоянно повторить этот рецепт. Делается очень все быстро. И самое главное, очень вкусно, как будто бы вы целый час стояли возле костра и жарили эту кукурузу. Мягкая, сочная, ароматная. Так вот, сливочное масло, которое вы можете сделать как со стрелками чеснока, вот такое, можно делать с укропом или с любой другой зеленью, которая у вас есть в избытке, или ароматное масло, которое вы хотите сами сделать, например, купив зелень в магазине. Это не важно, есть у вас огород или нет, вы можете приготовить вот этот рецепт. Это масло я использую зимой, просто отварить картошечку, даже в мундире, сверху положить кусочки вот этого масла на горячую картошку, с которой идет пар, маслице растает, немножко соли. Это просто шедевр, зимний согревающий рецепт. Но сегодня другой. Вот этим маслом я намазываю кукурузу. Конечно, ее нужно почистить. Вот здесь даже видны вот эти рыльца. Ничего страшного, можно их не убирать. Они тоже приготовятся, будут вкусные и полезные. Берем кукурузу и натираем ее вот этим сливочным маслом. Масло не жалейте. Чем больше масла, тем будет вкуснее. Она пропитается. Посмазываем кукурузу со всех сторон. То есть я вот так ее кручу и прям вот этим кусочком промазываю полностью. Кладу кукурузу в жаропрочную емкость, так как это масло будет падать и может немножко капать на духовку, на дно духовки. Поэтому лучше сразу положить ее в форму. Ну и может быть так, что у вас кукуруза будет очень сочная и с нее будет выделяться сок. Нужно будет пару раз кукурузу перевернуть. Я для этого использую длинные щипцы в духовке, чтобы она поджарилась не с одной стороны, а с нескольких сторон. Будет на ней ароматная такая корочка, как будто бы вы делали ее на гриле. Кстати, таким же способом вы можете пожарить кукурузу и на гриле. Просто намажьте ее маслом и упакуйте каждую кукурузу в фольгу и выкладываете так, как вы выкладываете картошку, когда запекаете. Она тоже поджарится, будет вкусная, сочная и самое то гарнир к грилю. Еще такую кукурузу можно использовать в салаты. Просто запекаете, потом срезаете кукурузу ножом и кладете ее в любые салаты с овощами. Будет вкусно. Самое главное, необычно. Ваши гости или родные будут просто в восторге, и все будут просить у вас рецепт. Маслом мазать не скупитесь. Такое вкусное масло вы не купите нигде. Заходите, смотрите рецепт. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте всегда, когда смотрите мои видео, заходить в описание. К видео внизу я оставляю полезные ссылки, которые помогут вам понять, какие рецепты вы можете подсмотреть на моем канале. Все, вот так тщательно мы смазали кукурузу сливочным маслом. И теперь я немножечко совсем присыпаю ее солью. Вот так немножко совсем присыпаю. Переворачиваю, еще присыпаю. Здесь работает тот же принцип, что и с картошкой. Вы, наверное, знаете, если смотрели мои видео, что картошку я тоже солю только после того, как она готова. Во-первых, чтобы не выделялась лишняя жидкость. Вы знаете, что когда мы солим продукт до его готовности, лишняя жидкость выделяется и не получается запеченной корочки. И еще, когда вы солите уже готовый продукт, то требуется намного меньше соли. Хочу показать вам, как выглядит хорошо расстоявшийся хлеб, который вот так вот у вас поднимется вот таким гребешком. Этот хлебушек мы тоже разрежем. Посмотрим с вами. Так звучит. А эту булочку я сейчас буду ставить. Смотрите, видите?
формы от расстойки хлеба. После того, как мы вытащили из них тесто, они находились в холодильнике. И они такие, знаете, влажные. Вот этот вот вы муку, либо то, чем вы посыпаете, очень плохо будет отходить. Когда я вытащу хлеб из духовки, духовка будет еще теплая, я ее выключу. Я поставлю вот эти формы, чтобы они просушивались. И когда просохнут, уже стряхну их и уберу на место. Вот этот хлеб еще горячий, мы его сейчас не будем открывать. Я хотела вам показать, чем я посыпаю. Вот, если вы еще не овладели искусством надрезания хлеба красиво, но хотите, чтобы у вас был красивый хлебушек, ну, например, на подарок испечь, знаете, а красивый хлеб домашний, крафтовый, этот вид ему могут придать обычной отруби. То есть посыпайте форму вот такими пшеничными либо другими отрубями. Они, во-первых, поджариваются, и хлебушек будет такой, знаете, лохматый, красивый очень. Степень поджарки вы можете регулировать сами. Я люблю, когда хлеб такой более поджаренный, и у него хрупкая корочка. Как я уже неоднократно говорила, корочка у хлеба сохраняется только один день. Когда вы вечером положите его в пакет, если вы не съедите буханку, то на утро корочки уже не будет. В пятницу утром мы выдвинулись в путь, несмотря на тайфун. Первое препятствие. Едем через горностай. Вот смыло кусок дороги. Ой, это страшно. Пока еще асфальт не сильно промыло, но... Ну, там низинка, видимо, вода скопилась. Сами, да. Дальше он тоже. Ой-ой-ой. Да, вот это вот у нас сегодня путешествие. Вот решили остановиться тут. Это поселок Рыбачий. Вот так вот вода хлещет из коллектора и выходит в море вот такими вот потоками. Море рыжее все, потому что сейчас все с земли вот с этими реками всходит в морскую воду. Естественно, вода пресная становится и вот такая грязная. Вот. Но мы продолжаем наш путь. Дорога, дождик моросит по-прежнему, но пока не сильный. Сейчас скоро ожидают более сильное ухудшение дождя, поэтому мы хотим выехать из города. Вот такая стихия. Обочину уже еще смыло. Смыло обочину. Сейчас проезжали, дерево упало прям через дорогу, и грузовик не мог проехать. То есть там оно как бы позволяет проехать легковым машинам, а грузовик... Да, грузовик боится. Боится, потому что он сверху задеть может. Не успела снять. Но я думаю, тут еще много всего интересного нас ожидает. Сейчас 12:55, на улице, между прочим, всего 19 градусов. Похолодало резко. Вчера было 30. Вчера было 30 и солнечно. И в час у нас обещают усиление дождя, поэтому мы так аккуратно торопимся проехать как можно больше. Как же здорово мы сделали, что не побоялись такой погоды. И для этого у нас есть большая машина проходимая, на которой мы ездим в такие путешествия. Уже на следующий день была чудесная погода, 25 градусов. Правда, море немножко волновалось. Я опасаюсь заходить в такие волны, а вот наши мужчины нет. Подождите следующую. А? Ага. Готовься. Большая волна. Еще.
Сильно подгорели. Еще! Все, хватит. А вот и прекрасное воскресное утро. Нам, конечно, уже пора уезжать, но мы пришли, чтобы искупаться. Посмотрите, насколько изменилось море. Это характер совсем другой. Сегодня оно тихое и ласковое. Накупались, почти 2 часа не вылазили из воды. Мы пришли в 9, в 11 ушли для того, чтобы начать собирать свои сумки. Ну, немножко красот наших с берега. И я приглашаю вас подписываться на канал, ставьте лайки. Я и дальше буду делать для вас вот такие красивые видео. Пролеживать все.